Приветствую вас всех, друзья, на канале. Сегодня речь пойдет о том, кому не нужно идти на работу водителем буса по Европе. Я хочу сейчас, чтобы вы правильно меня поняли и сделали выводы для себя. Приезжать на работу, если ты без опыта, да, конечно же, можно. Но ты должен быть подготовленным. Ты должен знать элементарные какие-то вещи, без которых, если ты приедешь, у тебя будут проблемы. Я хочу, чтобы ты услышал меня. У тебя будут проблемы. Потому как если ты полный ноль, тебе не стоит сюда ехать. Я сейчас просто приведу пример. Так как я самый старый водитель у себя на фирме, поэтому шкаление новых водителей часто ложится на мои плечи. То есть шеф меня просит об этом, я не отказываю и стараюсь обучить, помочь, там что-то подсказать и так далее. Но это мне не совсем нравится, потому как не все подходят к этой работе ответственно. Что значит ответственно? То есть я сейчас перечислю какие-то моменты, которые ты обязан знать, если ты едешь на такую работу. Как-то так. Объясню почему. Да? Если ты полный ноль и ни во что не вникаешь, не знаешь, что такое навигатор, и не знаешь, вообще ничего не знаешь, то ты просто можешь попасть на деньги, можно так сказать. Ты потратишь на визу, ты потратишь на дорогу, скорее всего займешь эти деньги, приедешь сюда, полным нулем устроишься на фирму, тебя отправят в трассу, в работу, и через неделю тебя сведут. Потому что такой вариант может быть. Сведут и уволят. Если ты не найдешь другую следом фирму, то тебе придется ехать домой. Ты поедешь домой, приедешь домой с деньгами, вместо того, чтобы с долгами, вместо того, чтобы наоборот с деньгами приехать домой. Поэтому, чтобы не было таких моментов, я набросал на листике так. Элементарные вещи, которые нужно знать. Но я понимаю, что есть люди необучаемые, да, или, допустим, тяжело обучаемые. И это тоже очень важно. Если ты тяжело и до тебя доходит не с первого раза и не с 10-го, то тоже стоит задуматься, стоит ли тебе ехать сюда. Можно сказать, конечно, по-другому, грубо. И вы можете меня там захейтить в комментариях, но я, наверное, все-таки это озвучу. Если ты тупой, пожалуйста, не приезжай сюда на работу. Потому что будут только проблемы. Я не знаю, поймете вы меня или нет. Я под этим словом не хочу никого оскорбить. Но, тем не менее, считаю нужным произнести это. Просто чтобы кто-то понял. Итак, что тебе нужно знать? Ты приезжаешь, ты собрался ехать, открываешь визу, ищешь фирму и так далее. Ты на этом этапе уже должен изучать и вникать в работу, смотреть блогеров, там, как пользоваться навигатором и так далее. Да? Вот такие моменты. Первое, что ты должен знать? Ты должен уметь пользоваться навигатором. Что это значит? Самый распространенный навигатор – это Айго. Возьмите у кого-то навигатор, поклацайте, чтобы вас кто-то научил. Или посмотрите ролики на YouTube, хотя бы визуально, чтобы вы понимали, что вам придется нажимать. Потому что такие моменты, как забить координаты, циферки в навигатор, это проще простого. Но есть водителя, которые не знают, как это делается. Поставить точку пути в навигаторе, ты должен, ты обязан эти вещи знать, если ты садишься за руль и выезжаешь уже работать. Если ты не знаешь вот эти вещи, то ничего хорошего тебя не ждет. Итак, навигатор изучаем 100% навигатор по максимуму, клацаем и пытаемся разобраться. Не пытаемся, а вы обязаны понимать навигатор. Вообще за навигатором можно очень долго говорить.
я хочу, чтобы вы, ну, чтобы вам запомнилось. Первое, это навигатор. Я озвучиваю навигатор, это значит, вы должны все в нем понимать. Вот, чтобы вам было проще, пацаны, да? То есть, я не пытаюсь этим видео оскорбить кого-то и так далее. Я это делаю наоборот, чтобы вы поняли, если это не для вас, то вам не стоит сюда ехать, потому что будут одни проблемы. То есть цепочка событий от вашего незнания, да, каких-то вещей, она потянет за собой события. Почему я сейчас на навигаторе делаю акцент? Я элементарный сейчас пример приведу. Элементарно у вас загрузка в Германии, и вы едете на Италию, на Милан. К примеру, вас навигатор поведет через Швейцарию. Через Швейцарию вы можете проехать, если у вас есть документы транзитные. Да, через Швейцарию вы можете проехать. Если у вас их нет, этих документов, то вы Швейцарию должны, по идее, объехать. Да? И вы должны понимать такие моменты, что навигатор вам проложит путь через Швейцарию. Он проложит вам кратчайший путь. Но вы, для того, чтобы объехать, надо или поставить точку в пути, или еще там моменты есть. Вы должны вот эти моменты все понимать. Потому что вас отправят, ну то есть не будет такого, что вы новенький и вас не отправят, вам не дадут эту загрузку, а дадут вам попроще что-то, чтобы вы пока научились. Такого не будет. Ты вышел в работу, ты уже будешь работать как все. Поэтому я еще раз говорю, пацаны, навигатор и знание географии, да, то есть вы должны понимать, где что находится, где вы находитесь и куда вы едете. Вы должны примерно понимать это, потому что не навигатор вас ведет, да, не вы раб навигатора, не навигатор ваш начальник, а навигатор всего-навсего, это ваш помощник, да, благодаря которому вы ориентируетесь. Я хочу, чтобы вы это прекрасно понимали. Потому как пацаны, я знаю, что пацаны проезжали Лихтенштейн, заезжали в Швейцарию каким-то чудом. И уже в Швейцарии, на выезде в Швейцарии их останавливали, а пацаны не понимали даже, что они в Швейцарии находятся. Из этого очень большие могут вылезти штрафы, конфискация товара и так далее. Вы об этом не знаете, но знание навигатора. Раз. Дальше. Блин, очень много моментов есть, но хотя бы. Давайте начнем с навигатора. Вы должны его полностью знать, изучить, знать географию, где вы находитесь, куда вы едете, элементарно ориентироваться по знакам, как дома в Киеве там, или ты дома где-то живешь, ты же видишь вывески там. Здесь поворот на такой город ты поедешь, здесь поворот на такой. Ты должен это визуально тоже понимать, куда ты едешь. Для того, чтобы ты должен это понимать. Дальше. Языки, да? Элементарно. Пацаны. Языки тоже должны быть. То есть, если вы знаете, допустим, только польский, и вы думаете, что вы с польским языком далеко где-то уйдете на загрузках-разгрузках, я могу не согласиться с этим. Может быть, у нас другие клиенты, мы работаем, может, вы с польскими компаниями, где там поляки работают, будете работать, загружаться, выгружаться в Германии, там во всех остальных странах. Но не факт. То есть, даже если вы знаете польский, это вообще ни о чем не говорит. Английский – международный язык. Везде вас поймут на английском. Пацаны, чуть-чуть подучите, подтяните язык, хотя бы международный, который, в принципе, понимают везде. Это английский. Такие моменты, как загрузка, разгрузка на разных языках, это вообще у вас от зубов должны отлетать, да? Какие-то еще общие фразы. Заучите, подготовьтесь, когда вам же будет проще. Вот. Возможно, мне стоило записать видео на эту тему не сейчас, не в таком состоянии, потому что я сейчас немного на эмоциях и немного злой. Но я думаю, что так даже лучше. Почему я на эмоциях и немного злой? Потому что сейчас выехало 2 машины с новыми водителями, и у одного из них уже проблема. Они едут 2 машинами, то есть один из новеньких едет в паре с еще одним водителем. И он едет за ним. А почему он едет за ним? Он не может вбить координаты
в навигатор. Он не может адрес вбить в навигатор. И он с Германии, вы представляете себе, что это такое? Он с Германии в Италию ехал просто за машиной. Ну вот, как это объяснить? Вы можете мне вот это объяснить в комментариях? Как это объяснить? Ты не можешь вбить адрес. Адрес в навигатор. Почему я сказал, что если ты тупой, то не иди сюда на работу? Почему я это озвучил? Я сейчас аргументирую хотя бы одним моментом. Если ты не знаешь, как вбить адрес в навигатор и не делаешь этого, потому что ты не знаешь. Блядь, да есть миллион способов, чтобы узнать это. Да? Мне элементарно позвонить. Можно? Можно. Включить YouTube. YouTube у всех есть, пацаны, на телефоне? Есть. Можно прописать в YouTube, как вбить адрес в Айго навигатор. Ну и куча роликов там будет. И вы, блядь, я не знаю. Вот почему я озвучил, если ты тупой, не иди на эту работу. Потому что если ты не догадался, каким образом тебе вбить туда адрес, и вбить точку пути, ну, блядь, я не знаю, это не для тебя работа. Попал в аварию, новенький, вот этот, за которого я говорю. Позвонил мне новенький, потом позвонил шеф, попросил узнать, что там произошло тому новенького. Я ему набрал, он озвучил, что я прав, в меня въехали и так далее. Я говорю, это не столь сейчас важно. В общем, когда все закончилось, вызвали полицию, оформили это все, я его попросил скинуть протокол шефу, логисту и мне. Я думаю, посмотрю, мне интересно, что там произошло. Ну так, судя по схеме протокола, виноват водитель. Это первый раз он выехал в дорогу. Я не знаю, сколько он дней провел на базе, у нас на базе. Обычно пацаны проводят какое-то время на базе, пока подготовят документы и так далее. Это какие-то 4-5 дней, может неделя, может больше. И если за это время ты не удосужился пообщаться с пацанами, позадавать какие-то вопросы, элементарно как пользоваться навигатором и так далее, то сейчас головная боль у всех. У меня, потому что мне надо что-то подсказать. У логиста, потому что логист непрерывно сейчас смотрит за ним, куда он едет. Вы можете себе такое представить? В машин 60 машин в компании, и он смотрит за одной постоянно, 24/7 наблюдает, чтобы он не... и корректирует его по ходу. То есть он не туда поехал, он ему звонит, перенаправляет. Но вы представляете, что это такое? В аварию мог каждый попасть, да, это все такое. Я как бы не хочу акцентировать на этом внимание. Единственное, что я хочу сказать, это, пацаны, если ты не подготовленный, это вывод какой, если ты не подготовленный и едешь в трассу, у тебя кроме проблем, у тебя ничего не будет. Скорее всего, я не знаю, как будет. То есть этого водителя сведут на базу и уволят. Скорее всего. Перед тем, как сесть, там попросите шефа пару дней, чтобы вы поездили где-то по городу, там, где база у вас, по базе даже, там, пообщались с кем-то, кто в теме из водителей, да, чтобы вам подсказали. И вообще, очень хороший момент, если, когда вас кто-то берет под опеку, да, но опять-таки же, вас полного нуля, если вы не хотели готовиться, мне там подскажут, мне там расскажут, с вами никто не захочет возиться. Я не захочу с тобой возиться, если ты устроишься ко мне на фирму, и мне придется тебе что-то объяснять, а если ты полный ноль, то есть если ты не соизволил подготовиться, то есть ты забил хуй, грубо говоря, на это все. А мне теперь тратить свое время просто так, мне за это никто не доплачивает, мне шеф за это не доплачивает. Я могу этого не делать вообще. То есть ты мне можешь звонить, что спрашивать, я могу просто сказать, не звони мне сюда больше и все. Я же так не делаю. Я не знаю, возможно, вы меня сейчас с другой стороны сейчас увидите, но все мы нервничаем, все как-то злимся и так далее. Я не пытаюсь ничего там из себя какого-то другого, вот такой, какой есть, вот так вот. И рассказал, по сути, я вам толком ничего не рассказал, наверное.
познаниям. Да, но я думаю, если ты озадачишься вопросом, да, если ты займешься этим вопросом, то есть озадачишься, то есть о том, что тебе надо подготовиться там, хоть как-то минимально, то ты подготовишься. Ты залезешь в тот же элементарный YouTube, миллион роликов, как заполнить CMR, как вести на загрузках себя разгрузках, как крепить груз, как пользоваться навигатором. Это все есть в открытом доступе. Я не понимаю, почему ребята этого не делают. Почему? Как заполнять Таха? У тебя будут проблемы, если ты с Тахом... Ну, Таха это твоя вообще ответственность. Тахабук. Что такое Тахабук? Штрафы сумасшедшие просто. Сейчас еще больше подняли. Штрафы за один день, если ты его не пишешь, сумасшедшие. Или написал как-то неправильно. Каботаж ты можешь не... Пацаны, это миллион моментов, по которым вы можете потерять... Это может ударить по вашему карману. И кроме долгов, вы домой ничего не привезете. Поэтому я вас прошу, ребята, почему видео называется не единобус, если? Да? Ну, если ты не знаешь вот этих всех моментов, которые я только что перечислил, тебе не стоит сюда идти. Тебе не стоит сюда идти. Потому что кроме как... Да, может быть, ты как-то проскочишь, как-то ты сообразительно на лету все схватишь, но все равно надо иметь какие-то представления о том, куда ты едешь и что тебе там придется делать, а не так, что логист тебя отправляет на загрузку, ты перезвонишь логисту и говоришь, я не понимаю, они французы говорят на французском, что я тут пойму? Ты должен понимать, да? Что, ну, если ты не понимаешь, не знаешь французский, достань переводчик, как-то попробуешь это сделать. Ну, я надеюсь, ребятки, что я никого не задел в этом видео и какое-то дал вам понимание того и представление того, как оно все происходит, как не надо делать, и что нужно быть хотя бы немножечко осведомленным и понимать вообще, куда ты едешь. Я надеюсь, что вы лояльно отнесетесь к такому видеоролику и поймете меня, да, на самом деле, что, ребятки, нужно готовиться, нужно понимать, куда вы едете, и подготовиться, ребят. Ну, пожалуйста, подготовьте. Я надеюсь, что вы лояльно отнесетесь к этому видеоролику и понакидаете лайков, напишите вообще свое мнение по этому поводу. Типа, правильно ли я излагаю или нет. Может, у кого-то другое мнение, интересно будет почитать. Или если согласны вы с моим мнением, напишите тоже в комментариях, дайте обратную связь. Вообще, потому как у меня мнение, я вам его выразил только что, изложил, да? Дайте обратную связь, интересно вообще, что об этом думаете вы. И обязательно подписочку, если вы не подписаны, потому как я трачу сейчас свое время, записывая вам ролик, а мне уже давно надо было ехать на... Завтра у меня загрузка на 6:30 утра, я вместо того, чтобы доехать пораньше, я сидел, записывал вам ролик, поэтому будьте благодарны подписочкой, лайком, я думаю, вам это не составит труда, а мне поможет в развитии моего канала, и мне будет приятно, я буду понимать, что не зря я вообще это все делаю, да, что есть в этом какой-то смысл, толк,